Там какие-то взрывы. Не обращай внимания. Тебя это не касается. Ты приближаешься. Иди к тому кряжу. Длинношей прямо за кряжем. Его будет видно с вершины. Теперь надо действовать быстро. Проберись туда и разбей модули, пока они не подняли тревогу. Ну что же. И что это? Я вижу ноги длинношея, но самого его нет. Нет. Передатчик убрали. Загляни в ущелье слева. Может быть, там. Вот твоя осведомленность. Это там, где взрывы? Ясно. Другого шанса не будет, Элой, так что советую настроиться серьезно. Видишь мост через ущелье? Ага. Запомни это место. Сбоку крепления для веревки. Там ты выберешься. А воины затмения? Обойди или убей, как хочешь. Взрывы заглушат любой шум. Найди длинношея и разбей модуль наверху. Попробую. Машины указывают нам путь. Никакой пощады. Только смерть. Вот мы построим новое королевство для праведников.
убили! Иди, иди. Никого здесь нет. Тьма делает машины сильнее. Они уничтожат всех, кто пойдет против нас. Этот дом больше остальных. Ищи длинношея, Лой. На все остальное нет времени. А я найду. Стоит ли говорить о том, что мы... Тебе что, заняться нечем? Кто-то убивает наших! Смотри! Чужаки! Берегите! Укрыть! Тьма! Там что, идет бой? Нет, там идут раскопки. Если не будешь медлить, тебе это не помешает. Ура, опять секрет. Это мне поможет. Что здесь такое? Да ничего. Тут есть точки данных. Покуда король Итамен почивает в закатной крепости под опекой матери, он не сможет усвоить уроки солнца. Я пытался наставлять его, но влияние матери отбрасывает на него тень. Однажды я отвел его на балкон, чтобы он узрел жертвоприношение в кольце, но он не выказал жажды. Он отвел глаза. «Смотри на солнце», — велел я ему. «Не заслоняй свой взор. Солнце — основа всего. Сегодня оно лелеет жизнь, а завтра иссушает ее. Оно обжигает кожу и героев, и грешников. Солнце не ведает жалости, и король должен следовать его примеру, как поступал твой отец. Но не дав Итаману впитать эту мудрость, возникла она, схватила его
его и прижала лицом к своей груди. Как может король править, если он ничего не видит? Моего государя, 13-го короля Карха, умертвили. Он пал от рук трусов, которые не видели разницы между силой и безумием. Сильного всегда осаждают слабые. Вот были его слова, когда предатели пошли на штурм. Когда их пушки, выкованные азерамской мра... Когда их пушки, выкованные азерамской мразью, повалили укрепления и разбили врата. Я бы сражался до последней капли крови, но то была его воля, воля солнца, чтобы я увел принца и королеву на запад, в убежище. Мой государь не сомневался. Он знал, что ему уготовано. Он взглянул на солнце и не отвел глаз. За мной он отправил соколов, знать, жрецов и рабов. Оружием я прорубил дорогу к закатной крепости. Там мы должны были собраться с силами, чтобы выступить в поход и вернуть себе захваченный дом. Но силы наши убывали, пока мы не пролили свет на погребенную тень. Каждое утро я просыпаюсь от одного и того же кошмара. Кошмара наяву. Святой меридиан в руках распутников. Шпиль высится над горизонтом, как сияющее копье, пронзившее мой разум. Каждый рассвет в изгнании — свидетельство моего провала. Но близится час возмездия. Я освобожу меридиан, я казню распутников и верну истинного короля на престол. Моими руками будет исполнено пророчество. Когда моему взору впервые предстала погребенная тень, я затрепетал. Разве не я был избранником солнца, ослепительным лучом веры, призванным пронзить тьму? Разве не был то мой долг уничтожить беса? Но верховный жрец Бахалос поведал мне о пророчестве и направил меня на путь истины. Убийство короля солнца прервало космический цикл, что близок был к завершению. Весь мир был отброшен во тьму, обречен. Чтобы колесо времени снова начало вращаться, нужно нечто большее, чем солнце и вера. Во имя общей цели все силы должны слиться воедино. Должны соединиться тень и солнце, ночь и день. Даже погребенная тень хочет, чтобы колесо вращалось. Ведь если не будет солнца, не будет и теней. Солнце не ведает жалости, и все же, когда моя жена умерла на родильном ложе, оборвав жизнь моего нерожденного чада, я наполнился жалостью к себе. Мой государь почувствовал это, но вместо того, чтобы покарать меня за слабость, он озарил меня сияющим лучом великой милости. Он велел похоронить мою семью в священных пещерах, уготованных особам королевской крови и великим героям. Немыслимо. Больше никогда я не сомневался в том, что я избранник солнца. Больше никогда в моем сердце не было жалости ни к себе, ни к другим. Когда сон не идет, я вспоминаю нашу свадебную ночь, как ты приняла меня на брачном ложе. И как после, когда ты уже спала, я лежал рядом, созерцая твои тонкие черты. Я восторгался их красотой, но ненавидел их за то, что они так хрупки. Во мне вскипела ярость. Я почувствовал омерзение к этой мягкой перине, готовой поглотить нас целиком. И к этой комнате запах благовоний, расшитые занавеси. Все это была слабость.
Я выскользнул из-под одеяла, распахнул окно и улегся на каменный пол, чтобы отринуть искушение неги. Но когда я проснулся поутру, ты лежала возле меня на холоде, нагая, как и я. Твое распростертое тело было словно высечено в камне. И ты проснулась мгновенно, как зверь, готовый к прыжку. И ничего не сказала, слова были ни к чему. Я уже видел, что мы воистину созданы друг для друга. Действительно, фанатик. Все мысли об одном. Зато он не отклоняется от поставленной цели. Ты собираешься искать длинношея? Тяжело им, наверное, было тащить сюда длинношея. Зачем? Просто найди его и заберись наверх. Внимание! Рядом источник нерегулярных сигналов. Внимание! Обнаружен нестабильный поток данных. Безопасность системы под угрозой. Эти доспехи. Есть только один человек, к которому они подойдут. Гелис. Это его дом? Не очень-то пышный. Чего ты ожидал от фанатика? Ничего излишнего, кроме жестокости. Так ты его знаешь. Его нужно остановить. Там что, идет бой? Нет, там идут раскопки. Если не будешь медлить, тебе это не помешает. Ура, опять секрет. Что здесь такое? Да ничего. Тут есть точки данных. Есть. Покуда король... Эти доспехи. Есть только один человек, к которому они подойдут. Гелис. Это его дом? Не очень-то пышный. Чего ты ожидал от фанатика? Моего государя. Ничего излишнего, кроме жестокости. Так ты его знаешь. Его нужно остановить. Когда моему взору впервые предстало... Солнце не ведает жалоб. Когда сон не идет... Каждое утро я просыпаюсь. Лишняя тяжесть.
крепление для веревки. Здесь можно спуститься, но сперва нужно обрушить сеть. Тут меридиан и шпиль. Святой Меридиан. Таким он его видит. Таким хочет его сделать. Действительно фанатик. Все мысли об одном. Зато он не отклоняется от поставленной цели. Ты собираешься искать длинношея? Тяжело им, наверное, было тащить сюда длинношея. Зачем? Внимание! Обнаружен источник нерегулярных сигналов. Я его вижу. Они возвели вокруг него какое-то сооружение. Забирайся. Чем быстрее ты все сделаешь, тем лучше. Мне это не нравится. Тут что-то не так. Здесь все не так. Доберись до модуля и разбей его. Внимание! Рядом источник нерегулярных сигналов. Я вижу модуль. Хорошо. Поспеши. Это и есть Элой, сейчас не время. железный бес. Скрывай корпус. Быстрее. Элой, делай, что говорю, или все пропало. Сущность явилась сюда. Сущность просчиталась. Сущность не сможет меня уничтожить. Я для нее недосягаем. Ты, может быть. А это нет! Уничтожить. Беги, иначе погибнешь. Ничего себе! Шевелись. Советуешь? А ты думаешь, я тут ко сну готовлюсь?
чуть-чуть. Всю базу подняли по тревоге. Да, я заметила. Не останавливайся. Берегись, воины. Вижу мост. Это выход. Ну да. Серьезно? Не вступай в бой, иди дальше. Приступай налево, беги к лагерю. Поняла. Уже рядом. Всю базу подняли по тревоге. Да, я заметила. Беги дальше. Воины с той стороны ущелья. Вижу мост. Это выход. Ну да. Пришлось нелегко, но ты выжила. Ты знал, что там Аи, и ты послал меня к нему? Я не спорю, рискованно, но выбора не было. Зато теперь мы сможем получить то, что нам обоим нужно. Доступ к тайнам нового рассвета. Я тебе больше не верю. Хорошо. Значит, ты поумнела. Доверие — это глупость. Оно рассыпается, как песок. Плохой фундамент для сотрудничества. Но взаимный интерес — вот это прочное основание, на котором мы воздвигнем новое понимание друг друга. Нам обоим нужны ответы. И благодаря тебе мы к ним подобрались. Поговорим в закатной крепости. Ах ты жалкий... скотина. Была бы моя воля, выкинула бы этот визор вместе с тобой. Но мы оба знаем, он мне нужен. Что ж, закатная крепость и новый рассвет.
погодка. Возьми. Оставлю на потом.
Скоро мне это понадобится. Если бы они не искали меня. Почему-то мне не нравится. Нет места.